Стоп! Вы уже умерли. Ваше сердце остановилось. Монитор показывает прямую линию. Но ваш мозг все еще работает. Как такое возможно? Что он видит? Что он помнит? И главное, кто же вы в эти последние минуты? Что такое смерть? Для большинства людей это простое и пугающее слово ассоциируется с чем-то мгновенным. Сердце останавливается, и человек уходит. Врач констатирует клиническую смерть. На мониторе появляется прямая линия, в комнате становится тихо. Все. Точка. Но что, если все совсем не так? Что, если смерть – это не момент, а процесс? Процесс, растянутый во времени. И в этом времени мозг продолжает жить, думать, чувствовать. До недавнего времени наука была уверена. После остановки сердца мозг перестает получать кислород, и в течение нескольких секунд его активность резко снижается. Но уже в 21 веке начали появляться исследования, которые буквально переворачивают это представление. Мы начали понимать, смерть тела и смерть сознания – это не одно и то же. Между ними может быть зазор. И в этом зазоре могут происходить невероятные вещи. Это вступление не философская гипотеза. Мы опираемся на реальные медицинские наблюдения и нейрофизиологические данные. Сегодняшняя медицина и нейронаука сталкиваются с феноменом, который еще недавно считался невозможным. Мозг может продолжать активную работу после того, как сердце полностью остановилось. Это не метафора и не художественное преувеличение. Это данные с электроэнцефалограмм, зафиксированные в реальных клиниках. Почему это важно? Потому что наше понимание смерти определяет не только медицину, но и все общество. Юридически, социально, философски смерть означает конец. Но если конец оказывается не таким уж окончательным, то и саму жизнь мы должны начинать понимать по-другому. Вопросы, которые поднимают новые открытия, касаются не только биологии, но и этики. Когда можно отключить аппарат жизнеобеспечения, когда человек действительно ушел, и что происходит в эти последние минуты, когда тело уже не функционирует, рассмотрим понятие клинической смерти. Это состояние, при котором сердце перестает биться, дыхание останавливается, но клетки мозга еще не разрушены полностью. При правильных условиях человек может быть возвращен к жизни, это доказывают многочисленные случаи успешной реанимации. В среднем у медиков есть 4-6 минут, пока мозг не начнет умирать. Но именно сейчас наука начала задавать вопрос, а вдруг у мозга есть больше времени? Или точнее, а вдруг в эти 4-6 минут происходит не умирание, а какая-то иная активность не менее значимая, чем все, что было при жизни? Нейрофизиологи фиксируют, в момент смерти может происходить последняя вспышка активности мозга. Это похоже на финальный мощный электрический разряд. Иногда он даже превышает уровень, зафиксированный в состоянии бодрствования. Эти данные впервые начали появляться в экспериментах на животных, но затем начали находить аналогии и у людей. Все это разрушает наше линейное восприятие «жив-умер». Между этими состояниями целый мир, который мы только начинаем исследовать. Новая идея. Смерть – это не выключатель, а диммер. Свет уходит не сразу. Он тускнеет, гаснет, оставляя в темноте странные, непонятные отблески. Эти отблески – нейроимпульсы, которые продолжают жить в мозге, будто он еще не согласился умереть. Быть может, именно в эти моменты человек переживает то, что многие описывают как туннель, свет, выход из тела. Вопрос о том, что происходит в голове умирающего, не просто научное любопытство. Он имеет колоссальное значение для медицины, как обращаться с пациентами в критическом состоянии. Когда прекращать реанимацию? Что чувствует человек, когда его считают мертвым? Все это становится особенно актуальным в эпоху, когда технологии продлевают жизнь, но не всегда возвращают сознание. Кроме того, это открывает философские и экзистенциальные размышления. Если смерть – процесс, значит где-то в этом процессе может происходить нечто осмысленное. Сознание пусть кратковременно, но существует отдельно от тела. Возможно ли это? Возможно ли, что мы продолжаем что-то ощущать, понимать, осознавать, уже находясь за чертой, где нас официально считают мертвыми? Эти размышления не новы. Философы и теологи задавали их веками. Но теперь, впервые, к ним присоединяется экспериментальная наука.
Мы приближаемся к черте, за которой начинается таинственное и неизведанное. И если раньше смерть была пределом человеческого знания, то теперь она становится полем активного исследования. И с каждым новым фактом, с каждой новой гипотезой мы осознаем, многое, что мы считали окончательным, может быть лишь частью более сложной картины. Есть еще одна важная мысль. Научный прогресс всегда шел рука об руку с пересмотром базовых понятий. Когда-то мы думали, что Земля – центр Вселенной, потом, что атом неделим. Теперь мы подходим к понятию «смерть» с таким же скальпелем сомнения. А что, если это просто одна из форм перехода? Что, если смерть – это не конец, а одна из фаз, которую мы еще не в силах до конца постичь? Никаких окончательных выводов, только факты, наблюдения и новые вопросы. Один из них – главный. Если мозг еще живет, пусть даже минуты, можно ли говорить, что человек мертв? Ответ на него изменит не только медицину, но и само наше представление о человеке. Представьте себе обычную палату в канадской больнице. Аппараты пищат, капельницы капают, врачи и медсестры делают свою рутинную работу. Один из пациентов в крайне тяжелом состоянии. Все идет к тому, что ему не помочь. Сердце все слабее, давление падает. И вот наступает момент, прямая линия на кардиомониторе, сердце остановилось. Врач фиксирует время смерти. Казалось бы, все. Но спустя несколько минут начинает происходить нечто странное. Пациент был подключен к электроэнцефалографу, прибору, который регистрирует электрическую активность мозга. Это стандартная процедура в отделении интенсивной терапии. Обычно после смерти все сигналы постепенно исчезают. Мозг без кислорода умирает быстро. Однако в этом случае прибор продолжал фиксировать мозговую активность. Не секундную, не вяло затухающую, а полноценную, на протяжении 11 минут после остановки сердца. Этот случай произошел в одной из канадских клиник в 2017 году и был задокументирован в научной работе, опубликованной в Canadian Journal of Neurological Sciences. Врачей поразила не только длительность активности, но и ее характер. Это не были случайные колебания. Это были мозговые волны, аналогичные тем, которые наблюдаются у человека в состоянии глубокого сна. Иными словами, мозг пациента как будто бы продолжал работать, причем в стабильном режиме. Что же это значит? Возможно, мозг медленно выключается и проходит через определенные стадии, как лампочка, которая не тухнет мгновенно, а мерцает, снижает яркость, но еще светит. Возможно, эти минуты – последние страницы книги жизни, когда организм еще пытается что-то понять, что-то завершить, зафиксировать прощальные воспоминания. Важно отметить, пациент в этот момент уже был признан мертвым по всем критериям. Его сердце не билось, кровь не циркулировала, он не дышал. Но мозг, главный центр сознания, восприятия, памяти, еще жил. Точнее, он не просто жил, он проявлял признаки активности, близкой к осознанной. Реакция ученых была сдержанной, но настороженной. Первое, что проверили, это надежность техники. Исключили сбои оборудования, электромагнитные помехи, артефакты. Все оказалось в норме. Далее проверили, не мог ли пациент находиться в состоянии, имитирующем смерть, например, при сильной гипотермии или медикаментозной коме. Но и это исключили. Клиническая смерть была абсолютной и зафиксированной. Все признаки смерти были налицо, кроме одного – мозг отказывался умирать. Этот случай не остался без внимания. Его обсуждали на конференциях, разбирали в профессиональных сообществах. Но самое главное, он стал началом более глубоких исследований. Если мозг может оставаться активным 11 минут после смерти, то что происходит в этот промежуток? Чувствует ли человек что-то? Осознает ли происходящее? Это вспышка остаточной энергии или нечто большее? Чтобы понять, насколько необычен этот случай, важно знать. Обычно мозговая активность исчезает в течение 30 секунд после остановки сердца. Организм перестает подавать кислород, клетки начинают разрушаться, и мозг гаснет. Поэтому 11 минут – это настоящая аномалия, которая требует переосмысления границ между жизнью и смертью. Стоит подчеркнуть, в статье, где был описан этот случай, упоминается, что подобное наблюдение произошло только у одного пациента из 4, проходивших мониторинг. Это делает событие уникальным,
но не обязательно исключительным. Возможно, другие подобные случаи просто не были зафиксированы из-за отсутствия непрерывного ЭЭГ-наблюдения. В большинстве больниц смерть фиксируют по сердцу, не проверяя мозг. На фоне этой истории всплывает множество личных трагедий. Сколько людей в истории человечества были признаны мертвыми, но их мозг еще жил? Возможно ли, что кто-то в этих лишних минутах еще осознавал, что с ним происходит? Возможно ли, что человек уходил из жизни не мгновенно, а медленно, внутренне? Это ставит под сомнение не только медицинские протоколы, но и наше отношение к смерти как к явлению. История канадского пациента – это больше, чем медицинская загадка. Это лакмусовая бумажка, вскрывшая целый пласт неведомого. Его случай показывает, даже в строго контролируемых условиях, даже под наблюдением техники, смерть может вести себя непредсказуемо. Это не фильм ужасов и не мистическая байка. Это задокументированный, научно зафиксированный факт, который не вписывается в стандартные рамки. Особенно тревожно звучит то, что активность мозга сохранялась не просто в хаотичном виде, а в виде дельта-волн, таких же, какие мы наблюдаем у спящих. Это поднимает вопрос: если мозг продолжал функционировать, то мог ли пациент видеть сны в эти минуты? Или находился в измененном состоянии сознания? Это уже не просто физиология, это граница, на которой наука сталкивается с субъективным, с внутренним миром человека, которого уже нет. Врачи, участвовавшие в исследовании, не делают поспешных выводов. Они честно признают: мы не знаем, что означают эти волны, но именно поэтому случай стал таким важным. Он разрушает саму уверенность в том, что мы знаем, где заканчивается жизнь. Один зафиксированный эпизод, и вся картина рассыпается, как карточный дом. Это не сенсация в стиле таблоидов, это медицинский факт, который ставит под сомнение то, что мы считали бесспорным. Возможно, смерть – это не закрытие двери, а затяжной поворот ключа. И если так, то мы обязаны изучить каждую секунду этого поворота, не ради любопытства, а ради понимания того, кем мы были и кем мы остаемся, даже когда, казалось бы, все кончено. В 2013 году в Университете Мичигана произошло событие, которое дало науке повод усомниться в старых догмах. Группа исследователей, возглавляемая нейрофизиологом Джимом Барджигином, задала на первый взгляд простой вопрос: а что происходит в мозге в момент смерти? Не сразу после, не за минуту до, а именно в момент, когда сердце останавливается. Ответ на этот вопрос оказался настолько неожиданным, что поставил под сомнение фундаментальные представления о границе между жизнью и смертью. Чтобы найти ответ, ученые провели эксперимент на крысах. Им установили электроды в мозг, чтобы можно было наблюдать за мозговой активностью в режиме реального времени. Затем животных погружали в состояние, соответствующее клинической смерти. Им вводили хлорид калия, вызывающий быструю остановку сердца. Исследователи ожидали увидеть, как мозг гаснет, теряя активность. Но увидели обратное. В течение первых 30 секунд после остановки сердца в мозге крыс возникали мощные всплески активности, особенно в высокочастотном диапазоне, так называемые гамма-волны. Это те же волны, которые у живого существа связаны с концентрацией внимания, восприятием, памятью, мышлением, то есть, по сути, с осознанием. Иными словами, пока тело умирало, мозг будто бы вспыхивал, активизируясь до уровня, который наблюдается при полной концентрации. Это было не просто странно, это было противоречием всему, чему учили студентов-медиков последние 100 лет. Что это могло значить? Одна из гипотез. Мозг, оставаясь без кислорода, в последний момент активирует все свои резервы. Это не агония, а финальный пик, нечто вроде вспышки перед выключением. Как лампа, которая вспыхивает особенно ярко, прежде чем перегореть. Возможно, именно в этот короткий отрезок рождаются предсмертные переживания, те самые туннели, воспоминания всей жизни, свет, выход из тела, о которых рассказывают пережившие клиническую смерть. Важно, это пока лишь гипотеза. Ученые осторожны в интерпретациях, ведь крысы не люди, и не факт, что такая активность означает сознательное восприятие. Но, когда подобные всплески стали регистрировать и у умирающих людей, картина начала меняться.
В 2023 году появились первые данные о пациентах в хосписах и реанимациях, за которыми велось непрерывное наблюдение с ЭЭГ. В некоторых случаях умирания у людей фиксировались похожие сигналы – высокочастотные волны в моменты, приближенные ко времени смерти. Это не были простые остаточные шумы, это были паттерны, аналогичные бодрствованию. Особенно интригует, что всплески наблюдались в теменно-височной области, зоне, которую нейронаука напрямую связывает с сознанием «я» и субъективного восприятия. Если подтвердится, что мозг действительно способен производить осмысленную активность после остановки сердца, это будет революция. Это поставит под вопрос, когда именно наступает смерть, что мы чувствуем в последние секунды, и является ли сознание чем-то большим, чем просто результатом химии и электричества. В медицинском контексте это может повлиять на протоколы по определению момента смерти. Сегодня смерть часто фиксируется по остановке сердца или дыхания. Но если мозг продолжает работу еще десятки секунд, эти секунды имеют значение. Особенно если речь идет о донорстве органов, отключении жизнеобеспечения или реанимационных действиях. Философские последствия тоже огромны. Если в момент смерти мозг активен, то, возможно, осознание уходит не мгновенно, а медленно. Мы могли бы переживать свои последние секунды, испытывая не панику, а может быть даже нечто светлое. Некоторые нейробиологи предполагают, в этот момент может запускаться внутренний нейрохимический коктейль, вызывающий состояние покоя или даже эйфории. И это может объяснить, почему предсмертные переживания так часто описываются как удивительно спокойные или даже вдохновляющие. Сам Джимо Барджигин подчеркивал в интервью: «Мы не говорим, что нашли доказательства жизни после смерти, но мы говорим, что смерть – это более сложный процесс, чем принято думать». И это честное научное заявление. Ученые не ищут мистики. Они просто следуют за фактами. А факты сегодня говорят, в момент смерти может происходить не конец, а интенсивная мозговая буря, последняя вспышка перед тьмой. И если это так, мы обязаны изучить эту вспышку не ради сенсации, а ради понимания самого важного, кто мы, когда все заканчивается. Или, возможно, только начинается. Научные открытия последних лет, о которых мы уже говорили, оставляют после себя не только медицинские и биологические вопросы. Они открывают перед нами бездну куда более глубокой, философской. Если сознание не исчезает мгновенно после смерти, если мозг продолжает активность еще хотя бы несколько минут, то кто мы в эти минуты? И шире, что вообще такое «я»? Где кончается личность? Когда исчезает субъект? Философы спорили об этом тысячелетиями. Платон утверждал, что душа бессмертна и лишь временно обитает в теле. Буддисты видят сознание как поток, не имеющий начала и конца. Рене Декарт в XVII веке развел тело и разум, заявив: «Мыслю, следовательно, существую». Для него именно мышление, способность к саморефлексии, было доказательством существования субъекта. И вот теперь наука сталкивается с тем, что раньше считалось прерогативой религии и метафизики. Если мозг умирающего человека продолжает активность, если электрические импульсы вспыхивают даже после остановки сердца, как это показывают некоторые исследования, то как это интерпретировать? Это биологическая инерция или сознание действительно задерживается на границе? Феномены, описанные пережившими клиническую смерть, выход из тела, туннель, встреча со светом, до сих пор считаются спорными. Скептики объясняют их гипоксией, выбросом эндорфинов, галлюцинациями. Но и сами скептики вынуждены признать, нейрофизиологической модели, которая могла бы полностью объяснить все особенности таких переживаний, не существует. Люди, возвращающиеся оттуда, описывают свой опыт удивительно согласованно. И это требует объяснения. А если это не просто химия, а если сознание действительно остается на какое-то время? Тогда мы подходим к совершенно новому взгляду на смерть, как на процесс, а не точку, процесс, в котором человек еще есть, даже если медицина говорит, что его больше нет. В современной философии сознания существует множество конкурирующих теорий. Одна из них – теория интегрированной информации, IIT, предложенная нейробиологом Джулио Тонони.
Согласно ей, сознание возникает там, где информация обрабатывается и объединяется в единую структуру. А значит, сознание– это не свойство только человека, а возможное состояние сложных систем. Но самое интересное, теория допускает, что уровень сознания может меняться даже в процессе умирания. То есть не исключено, что в момент смерти сознание не исчезает, а меняется. Оно теряет связь с телом, внешним миром, языком, временем и остается наедине с собой. Что это за опыт? Его невозможно измерить, но сам факт возможности ставит нас перед экзистенциальной бездной. Возникает главный вопрос. Если сознание остается, пусть даже на несколько секунд или минут, чем оно занимается в это время? Это хаос? Страх? Спокойствие? Молчание? Или попытка завершить себя? Представим, человек знает, что умирает, чувствует, как тело сдает. Но мозг еще работает. И, может быть, в эти мгновения он возвращается к важному, к семье, к памяти, к прощению. Такая возможность меняет само понимание личности. Мы перестаем быть телесным объектом и становимся процессом, существом, которое может продолжаться даже в отсутствии видимых признаков жизни. Это поднимает и этические вопросы. Если мозг умирает не сразу, если сознание зависает на границе, можем ли мы с уверенностью говорить, что человек ушел? Или мы слишком торопимся поставить точку? Сегодня, принимая решение об отключении жизнеобеспечения, врачи опираются на юридически определенные критерии. Но если сознание задерживается, пусть на пару минут, как быть? Это требует нового взгляда на смерть. Не как на отсутствие, а как на фазу, переходную, пограничную, возможно, самую важную из всех. В этих размышлениях нет места категоричным выводам. Здесь царит тишина, пауза и уважение к тому, что мы пока не понимаем. Мы привыкли бояться смерти, потому что воспринимаем ее как пустоту. Но если она процесс, если в ней есть сознание, тогда она становится частью жизни, ее завершающим актом и может быть самым искренним. Мы не знаем, что именно чувствует умирающий человек, но если он все еще существует, если его мозг продолжает хоть как-то воспринимать, тогда перед нами стоит задача не отвернуться, а посмотреть в эту грань, признать ее и дать ей место в культуре, в медицине, в нашем отношении к жизни. Философия здесь не дает ответов. Она задает правильные вопросы. И главный из них звучит так: если мы продолжаем существовать после смерти тела, пусть на миг, то кем мы становимся в этот момент? Не телом, не именем в журнале, а чем-то другим, тихим, настоящим, глубоким. И может быть именно это последнее переживание и есть то, что делает нас людьми. Мы подошли к завершению нашего рассказа, но это завершение не конец. Это скорее момент, в котором мы начинаем иначе смотреть на саму смерть. Мы разобрали, как новые научные данные показывают: смерть – не мгновенное событие, это процесс. И в этом процессе происходит нечто гораздо более сложное, чем просто выключение системы. Если раньше смерть ассоциировалась с тишиной, остановкой, пустотой, то теперь все больше фактов указывают на то, что последние минуты жизни – это вспышка, а не угасание. Активность мозга в момент клинической смерти зафиксированная у животных и людей. Случай в Канаде, где мозг продолжал думать более 11 минут. Философские вопросы, которые теперь уже не просто догадки, а повестка науки, медицины и этики. Это знание заставляет нас заново задать фундаментальный вопрос: а что, если смерть – это не конец, а переход, не обрыв, а процесс трансформации? Да, мы не говорим о жизни после смерти в мистическом или религиозном смысле, но мы начинаем понимать: сознание не уходит мгновенно, оно задерживается, оно, возможно, прощается, завершает, сводит итоги, уходит осмысленно. Что это меняет? Многое. Во-первых, это меняет подход к умирающим. Если человек еще здесь, если его мозг еще способен воспринимать, пусть на другом уровне, значит, он присутствует. Даже когда его называют мертвым, он проживает свой финал. И мы обязаны быть рядом, с вниманием, с уважением, с молчаливым участием. Ведь это не просто тело в процессе биологического отключения.
Это человек, переживающий последнее и, возможно, важнейшее мгновение своего существования. Во-вторых, это меняет медицинские и юридические определения. Мы привыкли думать, что смерть – это событие. Но если мозг продолжает работать, что делать с протоколами отключения аппаратов? С вопросами донорства, с эвтаназией? Возможно, границы между жизнью и смертью станут юридически сложнее, но это цена прогресса, цена уважения к тому, что мы раньше не видели. В-третьих, это открывает новый горизонт для науки. До сих пор мозг после смерти практически не изучался. Почему? Потому что считалось, что там уже ничего нет. Теперь ясно, именно там все самое интересное. Исследование последних секунд, минут, возможных состояний сознания в фазе умирания – это может привести к пониманию не только смерти, но и самой природы сознания. А это ключ к пониманию, кто мы такие. И, наконец, в-четвертых, это меняет нас самих. Лично, экзистенциально. Если смерть – это не пустота, а опыт, пусть последний, тогда и жизнь становится полнее. Тогда финальные мгновения – это не страдание, не конец, не падение в бездну. Это кульминация, смысл, завершение и, возможно, переход. Люди всегда боялись смерти. Это естественно. Страх небытия, потери «я», неизвестности – все это глубоко в нас. Но если смерть не черта, а переход, если мозг еще живет, если сознание еще движется, тогда и страх трансформируется. Он становится не ужасом, а трепетом, не паникой, а вопросом, и в этом вопросе надежда. Надежда не на жизнь после смерти, а на то, что человек уходит осмысленно, что он не растворяется моментально, что он прощается, завершает, смотрит назад и, возможно, вперед. И пусть науке еще далеко до полной картины, пусть мы пока только касаемся краев, но мы уже знаем, там что-то есть. Невозможно пройти мимо этого знания, невозможно снова смотреть на смерть, как раньше. В будущем, возможно, смерть станет не табу, а предметом открытого разговора. Мы научимся быть с умирающими, не отворачиваясь. Мы научимся провожать их осмысленно. Мы научимся умирать и жить с другим пониманием. Потому что, возможно, смерть – это не точка, это многоточие. А за ним еще одна фраза, и еще одна, и, может быть, последняя мысль, которую мы пока не умеем услышать, но однажды услышим.